Июльское солнце Флориды плавило асфальт, превращая шоссе в бесконечную блестящую ленту, уходящую за горизонт. 19-летняя Фара Фокс любила эти сухие горячие дни. В такое время казалось, что вся жизнь состоит только из музыки в колонках, свободы и теплого ветра, пахнувшего океанской солью и раскаленной хвоей. В тот день она ехала по привычному маршруту, наслаждаясь беззаботным летним днем и строя планы на предстоящие выходные. Но тот июльский день 2018 года стал последним рубежом, который она помнила. Вспышка слепящего света на перекрестке, оглушительный визг тормозов, скрежет сминаемого металла и тишина. Глухая, непроницаемая, леденящая тишина, затянувшаяся на долгие и мучительные недели. Травма головы оказалась катастрофической. Скорая помощь доставила девушку в ближайший госпиталь, где хирурги и реаниматологи несколько часов боролись за ее жизнь. Физически Фару удалось спасти, но ее мозг отказался возвращаться к реальности. В палате интенсивной терапии день и ночь звучал только ритмичный бездушный стук приборов и тихий гул аппарата искусственной вентиляции легких. Марла, мать Фары, практически поселилась в больнице. Она день за днем сидела на жестком стуле у кровати дочери, не отрывая взгляда от бледного неподвижного лица. Девушка находилась в глубоком комоподобном состоянии. Она не разговаривала, ни на что не реагировала, не издавала ни единого звука и не делала ни единого осознанного движения. Ее глаза оставались плотно закрытыми, будто она ушла в какой-то далекий, недосягаемый мир, откуда нет возврата. Врачи аккуратно, но безжалостно подготавливали родителей к худшему. С каждым прожитым днем шансы на то, что 19-летняя пациентка очнется и вернется к нормальной жизни, стремительно таяли. Медицинские консилиумы лишь качали головами, разводя руками перед лицом сухих цифр и неадекватных показателей энцефалограммы. Прошло 5 длинных, полных отчаяния недель. Надежда Марлы Слоули превращалась в тупую, выжигающую душу боль. Каждое утро начиналось с молитвы и страха услышать от врача роковые слова. В тот жаркий августовский день тяжелая дверь палаты тихо скрипнула. Навестить измученную семью пришла давняя подруга Марлы. Но пришла она не одна. На поводке рядом с ней тихо шагал золотистый лабрадудль по кличке Ферджи. У собаки были мягкие кудрявые уши, невероятно добрый нрав и глубокие, почти человеческие глаза. Ферджи была не просто домашней любимицей, а специально обученной, сертифицированной терапевтической собакой. В Соединенных Штатах уже давно и весьма успешно практикуют анималотерапию, так называемую пэт-терапию, когда реабилитация людей проходит за счет эмоционального взаимодействия с животными. Однако одно дело помогать людям с тревожностью или восстанавливать подвижность после травм, и совсем другое — привести собаку к человеку, находящемуся на грани жизни и смерти в реанимации. Собака не стала суетиться, лаять или проявлять нетерпение. Войдя в стерильное, пропитанное запахом лекарств помещение, Ферджи на секунду замерла, словно тонко почувствовала всю тяжесть висящего в воздухе горя. Затем она аккуратно поднялась, встала передними лапами на край высокой больничной койки и осторожно перебралась на матрас, улегшись рядом с девушкой. Ферджи прижалась своим теплым пушистым телом к неподвижной прохладной руке Фары. В палате установилась особая, почти молитвенная тишина, нарушаемая только писком пикающих мониторов. Собака периодически и очень нежно лизала бледную ладонь девушки, отдавая ей свое живое, нетребовательное тепло и биение своего сердца. Ферджи оставалась на койке час за часом, словно взяла на себя важную и таинственную вахту, которую не способны были нести самые опытные и высокооплачиваемые реаниматологи. 8 часов подряд лабрадудль не отходил от Фары, согревая ее своим дыханием
и терпеливо отдавая свою энергию. И именно в тот день произошло то, во что уже не верил никто из медицинского персонала. Ближе к вечеру, когда солнце за окном стало клониться к закату, пальцы Фары вдруг вздрагивали. Вначале это было едва заметное, хаотичное движение, которое Марла со слезами на глазах приняла за очередную мышечную судорогу. Но затем произошло нечто невероятное. Рука девушки, медленно, превозмогая тяжесть долгого небытия, пошевелилась и придвинулась ближе к густой, теплой шерсти Ферджи. Фара неосознанно искала это живое тепло, вытягивавшее ее из темноты. В тот же вечер дежурный врач, с изумлением и нескрываемым шоком вглядываясь в изменившиеся показатели приборов, зашел в палату и сообщил Марле главную новость последних месяцев. Ее дочь официально вышла из комы. Никто из лечащих врачей так и не смог дать точного, строго научного объяснения этому неожиданному рывку. Был ли этот перелом обычной случайностью, совпадением медицинских факторов, или же результат той самой незримой, мистической связи, которая мгновенно вспыхнула между угасающим человеком и чутким животным? Для науки это осталось загадкой, но для семьи Фокс ответ был очевиден. Ферджи приходила в госпиталь к девушке еще несколько раз. Собака терпеливо и тихо сидела на полу, пока Фаре меняли капельницы и проводили первые осмотры. Однако именно тот самый первый 8-часовой визит оказался самым действенным и спасительным. Конечно, чудесное пробуждение было только началом долгого и изнурительного пути. Девушка и вправду пришла в себя, но ее организму нанесли слишком тяжелый удар. Врач честно предупредил родителей Фары, что последствия тяжелейшей травмы головы не исчезнут за пару недель. По самым оптимистичным прогнозам, в специализированном реанимационном и реабилитационном центре ей предстояло провести около 2 лет. Фаре заново приходилось учиться базовым вещам, концентрировать взгляд, делать первые сбивчивые вздохи без помощи аппаратов, говорить простые слова, держать ложку и заново, шаг за шагом, осваивать физиологию движения. Но в доме и в сердцах семьи Фокс больше не было прежнего липкого отчаяния и безысходности. На смену им пришла твердая, непоколебимая уверенность в том, что самое страшное уже позади, и теперь с Фарой абсолютно точно все будет хорошо. Сами врачи признают, что ее выход из комы — это самое настоящее, необъяснимое чудо, с теплой улыбкой говорит Марла, с любовью наблюдая за тем, как ее дочь делает очередное сложное упражнение с реабилитологом. А если невероятное чудо уже случилось в нашей жизни один раз, мы просто не имеем права перестать надеяться на то, что оно обязательно повторится снова.